Здравия всем слушателям! Сегодня мы с вами рассмотрим мою статью «Даария. Северная прародина человечества» и первая луна Земли Леля. Возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий. Город и пирамида в России возрастом 110 тысяч лет. Все мы учились в школе, где вам рассказывали более чем про 1100-летнюю историю наших предков. Целью данной статьи является добавить к этому числу парочку нуликов и рассказать вам и показать материальные свидетельства той катастрофы, которые пережили наши предки 110 тысяч лет назад, продемонстрировав вам прародину человечества Даарию и первую луну Земли Лелю с периодом оборота 7 дней. А также познакомить вас с тем городом в России и пирамидой в нем, которому уже 110 тысяч лет. Вы замечали, что после болезни организм восстанавливается все дольше, а прежняя зарядка иммунитета уже не работает? Врожденная защита дает сбой, и ей нужна серьезная поддержка. Здесь на помощь приходит синтезит иммуноактив. Я уже рассказывал, что его основа – это особая молекула железа, которая не просто добавляет его в кровь, а помогает нормализовать саму работу кроветворной системы. Но главное – это результат. Ваши собственные силы мобилизируются, и организм начинает справляться сам. Сейчас сезон повышенных нагрузок – это не просто добавка, а реальный инструмент, чтобы укрепить свой защитный барьер по-настоящему. И сейчас вы можете легко его приобрести. Я настроил скидку на озон, чтобы вы могли заказать синтезит иммуноактив быстро и с гарантией от официального поставщика. Ссылка для заказа уже ждет вас в описании под видео. А по промокоду Виктор30 перед оплатой вы получите 30% скидки на весь ассортимент синтезита. Но промокод действует только до конца декабря. Также обязательно посмотрите раздел «Отзывы на Озон». Там много интересных отзывов. Так как вопрос очень древний и малоизвестный широкому кругу читателей, то для начала приведем немного справочной информации, а потом уже перейдем к конкретным материальным доказательствам, полученным в том числе и с помощью моих наблюдений и открытий. Как погибла Леля и Даария? Первый великий потоп на Земле произошел в результате уничтожения Луны Лели, периода оборота 7 дней. Одной из 3 лун, вращавшейся вокруг Земли. Леля 7 дней периода оборота, Фата был 13 дней, месяц, который вы видите сейчас, 28. Вот как говорят древние Веды. Веды – это источники знаний. Знания – это Веды. Библия – это книга. Сборник знаний. Собери много Библий вместе, и получится библиотека. Так, что же говорят Веды о тех событиях? Вы на Мидгарде живете спокойно с давних времен. Мидгард – это старое название нашей земли. Когда мир утвердился. Помни извет о деяниях Дажбога, как он порушил оплоты Кощеев, что на ближайшей луне находились. Тарх не позволил коварным Кощеям мир Мидгард разрушить, как разрушили Дею. Дея – это 5-я планета Солнечной системы. Подробнее о ней в статье «Белые боги Ближнего Востока». Ссылки на статьи увидите все под видео будут, как и всегда. Продолжим. Эти Кощеи, правители серых, сгинули вместе с Луной в получасе. Но расплатился Мидгард за свободу Даарии, скрытой великим потопом. Воды Луны тот потоп сотворили. И на землю с небес они радугой пали, ибо Луна раскололась на части, и с ратью Сворожичей в Мидгард спустилась. Это отрывок из Санти Веды Перуна. После того, как на Мидгард, нашу землю, обрушились воды и осколки уничтоженной Луны Лели, изменился не только внешний облик нашей планеты, но и температурный режим на ее поверхности. Так как ее ось начала маятниковые колебания, началось великое похолодание. Спасение от потопа Великого Первого произошло 109 тысяч лет
и до нашей эры. Если быть точным, 109 808 лет до нашей эры. Путем окончательного переселения родов наших предков из Даарии, Северного полюса, в Рассению. И Рассения называлась территория Евроазиатского континента, на которой постепенно расселялись наши предки после исхода из Даарии. В память спасения от потопа и великого переселения родов у наших предков в 16-й год появился своеобразный обряд – Пасхет, она же Пасха, с глубоким внутренним смыслом. Этот обряд всем хорошо знаком. На Пасхет крашеные яйца ударяют друг от друга, проверяя, чье яйцо крепче. Разбитое яйцо называют яйцом Кощеем, то есть разрушенной луной Лелей с базами чужеродных чужеземцев. А целое яйцо силой Тархадаш Бога. Детям стали рассказывать сказку о Кощее Бессмертном, чья смерть была в яйце на луне Лели, где-то на вершине высокого дуба. По идее, оттуда пошел символ древа жизни, то есть глубоко в небесах. В результате первого великого похолодания северное полушарие Мидгард-Земли в течение 3 года стало покрываться снегом. Что знает современная наука о похолоданиях в прошлом? Оказывается, в позднем плейстоцене детальнее всего изучены периоды наступления льда, последовавшие за последним Микулинским, оно же Казанцевским межледниковьем, которое закончилось 110-115 тысяч лет назад, как и показано на графике. Также вы видите схемы, где части, которые подверглись оледенению, начали покрываться снегом. Но если до нас дошли такие сведения, то это значит, что у цивилизации, которая жила 111 800 лет назад, на 2017 год это 190 825 лет, должна быть своя письменность. И она есть, просто наука ее не хочет замечать. Про эту письменность можете подробнее почитать в моей статье «Узелковая письменность славян. Про письменность всей Земли». В современное время основа всех письменностей Земли имеет еще одно название – всеосветная грамота, то есть трехмерная, объемная. То есть письменность, которой можно описать строение всех миров во всем мироздании. Вот она нам и поможет найти ответы на интересующие нас вопросы. Перед вами как раз символ Луны Лели, который в той всеосветной грамоте так и называется – Лель. Она же, этот символ, является основой всех древних крестов. Именно во всесветной грамоте мы видим символ Лели, разрушенной Луны. Оттуда же в нашем языке сохранилось слово лелеять, то есть оберегать, заботиться. Ибо Леля была последним оплотом Земли от метеоритов и других угроз из космоса. Вашему вниманию представляются символы Лели во всех православных древних символах. В различных культурах и временных рамках. В том числе используется в данный момент и христианство. Период обращения Лели был 7 дней. Именно этот календарь мы используем сегодня, как и многие другие цивилизации древности. Проверим, насколько важно для человечества число 7. Для Земли это важное число, так как оно представляет устойчивые орбиты Земли для ее лун, где 7 это дней, это период оборота Луны Лели, 7 умножить на 2 это 14 дней, это период оборота Луны Фаты, которая погибла 13 025 лет назад, подробнее об этом в статье «Атлань» и вторая луна Земли Фата, возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий. Ну и 14 еще раз умножить на 2, и мы получаем 28. То же самое число мы можем получить из суммы 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7. Опять же будет тоже 28. Это будет орбита Луны Месяца, то, что вы видите сегодня. Перед вами изображение
диска с 3 лунами, где изображены Месяц, Фата и Леля. Солнце здесь не изображено, потому что это ночное небо. Солнце здесь в виде боковых серпов, максимальное движение Солнца во время года. Каждый из нас имеет 7 соединений в руках и в ногах от позвоночника. Ноги – это наше прошлое, руки – наше будущее. Сам человек, то есть позвоночник и голова, обозначен буквой И с точечкой и имеет числовое значение 10. 5 мужских и 5 женских потоков энергии из прошлого в будущее – это руки и ноги. Здесь же представлена из всесетной грамоты внутренняя энергетическая структура человека, его крест. Вот откуда этот символ, он тоже присутствует в самом человеке. Если соединить 7 соединений в руках, 7 плюс 7, левая и правая часть, плюс 7 соединений в ногах, тоже 7 плюс 7, и умножить на 10, получится 280. 280 дней – это период беременности женщины. Отсюда и берет свое выражение, что у каждого свой крест, то есть своя энергетическая структура построения человека. Вашему вниманию представляется истинный православный крест. Он отражает то, что когда-то было единым целым. Вы ведь не думаете, что крест был изобретен 2000 лет назад, так как крест одновременно является и солнечным символом. Из-за того, что в зимний период Солнце находится ближе всего к Земле, потом идут 2 дня равноденствия, весеннее и осеннее. И летом Солнце находится дальше всего от Земли. Соединив эти 4 точки, мы получаем солнечный крест. Из тех далеких времен также известно и слово православие, где соединены 2 слова – прав и славь. Вам представлена картинка из всесветной грамоты, которая объясняет, почему эта схема существует. Но не только это помогло так надолго закрепиться в традициях наших предков, календарю, основанному на 7-дневной неделе. Дело в том, что сама луна Леля имела практически 100% совпадение с этим 7-дневным циклом. То есть с Земли очень удобно и просто можно было по ней ориентироваться. В подтверждение этого рассмотрим те находки, которыми владеет современная наука и которые создавали наши предки в прошлом. Поговорим о древнейших календарях, найденных археологами, и моих наблюдениях, которые нам помогут проследить единую жреческую традицию наших предков практически от событий возрастом более 111 тысяч лет до сегодняшнего дня. Вашему вниманию представлены изображения космического древа в разных вариантах в различных культурах. Из славянской традиции, из традиции викингов, Египта, вышивка и тому подобное. Для того, чтобы подробнее рассмотреть, почему именно такое древо, давайте рассмотрим найденную и классифицированную наукой сибирскую календарную систему, а именно Малтынскую пластину из Прибайкалья и Ачинский жезл. Более подробно про эти находки можно прочесть в моих статьях, ссылки на которые есть под видео. Неудивительно, что именно в Сибири найдена эта календарная система, так как уже отмечалось выше, туда и переселились наши предки из утонувшей впоследствии Даари, северной прародины. Именно там сегодня наука находит самые древние артефакты, такие как древнейшее ювелирное украшение и швейное искусство, о которых я тоже писал в статьях. Неимоверный Алтай переписывает историю человечества, артефакты возрастом более 50 тысяч лет. Вашему вниманию вы видите петроглифы горного Алтая. На них символ 2 лун, Лели и Месяца. Почему это именно так, рассмотрим чуть ниже. Плюс письменность. И самое главное в этих древних находках в том, что они практически ничем не отличаются от современных. Плюс в Сибири находится древнейшая обсерватория с символами 2 лун, про которые я тоже писал в своей статье
Урочище Сундуки, известное как Сибирский Стоунхендж, древняя обсерватория возрастом более 16 тысяч лет. Вашему вниманию представляются снимки из Республики Хакасия, гряда Сундуки, символ двух лун. По мнению профессора Ларичева, возраст этих находок примерно от 17 до 30 тысяч лет. Но вернемся к сибирской календарной системе. Дело в том, что на Малтынской пластине есть 11 точек в ряд, которые не идентифицированы наукой. Этого небесного объекта нет на небесах. В предыдущих статьях мы выяснили единую традицию наших предков производить синхронизацию небесных тел по годам. Если это луна Леля, тогда 11 умножить на 360,25, это период оборота допотопной Земли, получаем 3962 дня целых и 75 сотых, количество дней допотопной Земли за 11 лет. Так вы перед собой видите их изображение на Малтынской пластине. Если это цикл луны Лели, то разделим это число на 7. Берем для этого целое число. Получается 566 циклов. И мы получили практически полное совпадение. Плюс это показывает, насколько точно совпадал цикл луны Лели с 7 днями. Так как за 11 лет расхождение получилось всего 0,75 суток. За 11 лет. Внимательный читатель упрекнет нас или наших предков в неточности, так как мы отбросили 0,75 суток и не заметили недобор в 0,25 суток. А значит, этот недобор через 4 цикла по 11 лет выльется в один лишний день, на 45-й год. Спешу вас успокоить. С точностью у нас и у наших предков все в порядке. И подтвердить нам в этом поможет ачинский жезл, на котором мы и видим этот цикл 11 плюс 11 плюс 11 плюс 12. То есть 45 лет. Где 45 лето, оно же священное, длиннее на один день. И оно же точка максимального удаления Луны Лели от Земли. Вы видите на своем экране этот цикл, который находится как раз у основания ачинского жезла, то есть у самой Земли, находится ближе всего к Земле. Что еще раз подтверждает нашу правоту. На Малтынской же пластине тоже есть эта точка, которая неизвестна науке. Точка 45-го священного лета. Оно длиннее на один день, и оно же точка максимального удаления Луны от Земли. Поэтому все становится на свои места. Просто на Малтынской пластине мастер решил этот вопрос по-другому. Отметив максимальную точку удаления Луны, а остальные 11 не стал дублировать еще 33 раза, а использовал для корректировки центральный жезл. Хорошее решение для человека, который жил 20-30 тысяч лет назад и, по словам современной науки, не умел читать и писать. При этом носил в кармане астрономический прибор размером всего 12 на 7 и на 3 сантиметра, по которому одновременно присутствуют 3 календаря лун, Солнца, 4 планет с общим сроком синхронизации до 500 лет. Попробуйте кто-нибудь такое получить сегодня. Миром правят знаки и символы. Но все, если это правда, тогда по всему миру должны сохраниться символы, подтверждающие наличие Луны Лели и ее движение по небесам. Так давайте посмотрим, так ли это. Но я думаю, вы уже знаете правильный ответ. Один из символов должен выглядеть как 4 серпа Луны плюс максимальная точка над ними. Примерно так. Это и есть символ космического древа жизни, который мы находим в различных культурах. В том числе вы видите перед собой изображения из Месопотамии, из Ближнего Востока, из других различных культур, которые представлены это древо жизни. Как вы понимаете, такой символ присутствует в мире. Есть также его чуть другой вид, в котором объединены 3 серпа Луны и максимальная точка, чем добивается эффект соединения числа 7 и хода Луны за 45 лет. Кстати, при такой траектории сама схема очень напоминает яйцо или мировое древо. Вот он в Хакасии 7000 лет назад. Под ним круг с 4 точками – это знак Земли. Обращаю ваше внимание, что он круглый.
Осталось всего 7000 лет, пока в Европе вспомнят, что Земля имеет приближенное именно к кругу. Сторонников теории того, что этот символ появился благодаря тому, что где-то какая-то свечка горела 7 дней вместо одного, спешу сразу успокоить. Так как если это так, то эта свечка горела по всему миру на протяжении тысячелетий, чему есть множество материальных подтверждений, опять же по всему миру. Перед вами изображение из Мексики и Индии, где вы видите 7-кратное количество дней оборота Луны Лели. Также хотелось бы успокоить и тех, кто неровно дышит к змеям, так как змея и дракон – это не только символы мудрости, но и движения различных небесных тел, видимых с Земли. Вот эти кобры и змеи на Малтынской пластине. Это движение Солнца и Лун по неделям. Вы их видите на своем экране. Вот эта же змея на календаре из Мезина. Про нее можно подробно прочитать в моем статье. На территории Российской империи в 1908 году найден календарь, которому 20 тысяч лет, который объединяет и объясняет многие календарные системы, распространенные позже по всей Земле. Вот также этот дракон на пирамиде из Америки. Из города под названием Тула. Именно Тула. Напомню, в Дарии был знаменитый город Тули, мастеровых и оружейников. Но где он находится сейчас, я думаю, вы догадываетесь. Подробнее про американских богов, белые боги в Америке еще 1000 лет назад, можно прочесть тоже в моей статье. Ссылки все под видео. Также, если на небесах у Земли было как минимум 2 луны, то должны были остаться и другие материальные свидетельства такого присутствия по всему миру. Мы уже встречали странные луны на карте звездного неба в моих статьях, которые я идентифицирую как полный круг – это луна-месяц, полумесяц справа – это луна Фата, мы также видели на Малтынской пластине. Фата за 14 лет имела вид полумесяца оборота, и луна Леля, которая была ближе всего к Земле, поэтому она находится ниже всего. То есть символом наличия 2 лун на небесах Земли должен быть полумесяц в форме лодки, оборот 7 дней, луна Леля, плюс полная луна месяц, оборот 28 дней. То, что на изображении именно 2 луны, помогут нам понять эти изображения с Египта и от Шумера, где одновременно присутствуют 2 луны и Солнце. Вы видите эти находки из Египта, где есть Солнце, есть луна месяц современная 28 дней, ее лодка 7 дней. Плюс изображение из Шумера, которое я уже описывал в своей статье про белые боги Ближнего Востока, где одновременно присутствует солнышко, это кружочек с 8 лучами, и одновременно на небосклоне присутствуют 2 луны, месяц и Леля. Также вашему вниманию предлагаются символы из буддизма от 4 века нашей эры до нынешних дней, где мы видим множественные изображения 2 лун. Этот же символ в культуре Египта и Северо-Восточной Африки. От 4 тысячелетия до нашей эры вплоть до 18 века эти символы присутствуют, где изображены 2 луны. Древний Йемен и весь Аравийский полуостров. Символы 2 лун от 9 века до нашей эры до 3 века нашей эры. Множественные символы. Что неудивительно. Древний Иран, Персия, Мидия и другие. Символы 2 лун от 1 тысячелетия нашей эры до 700 года нашей эры. Что совершенно неудивительно для тех, кто читал мои статьи про белых богов Ближнего Востока. Древнейшее мегалитическое сооружение в мире считается на юге Турции. Возраст около 12 тысяч лет. Пожалуйста, на нем тот же символ 2 луны. Круг и лодка этого круга. Древнейшие цивилизации Шумера, Вавилона, Хараппа, Ассирии, Аравии. Символ 2 лун, 3 тысячелетие до нашей эры до 1 тысячелетия до нашей эры. Практически повсеместно эти символы находятся. Трипольская культура. 4-3 тысячелетия до нашей эры. Символами 2 лун просто завалена вся керамика. Кстати, на некоторых
керамических символов изображены и движения Луны Лели. Там 4 линии есть. Так что более точные даже данные. На Руси этот символ 2 лун тоже помнили вплоть до 20 века. И носили его на одежде, так и на фамильных гербах и казацких флагах. Вашему вниманию представлены изображения, где присутствуют эти символы и в одежде, в гербовых, в различных изображениях и казацких флагах. В том числе и на личном штандарте Богдана Хмельницкого. Одно из названий этого символа – «АЛЛАТРА». Это руническая форма слова образования, записанная по-современному, где «ал» – это все, «ат» – отражение, «ра» – свет солнца, белый свет он же. Что еще раз подтверждает вечность символизма в виде свечи, которая отражает свет солнца и горит в темных небесах, как свеча. И своим движением, кстати, напоминает и мировое древо, и яйцо. Перед вами изображение этого символа, который найден по всему миру, что еще раз подтверждает наличие в прошлом Земли единой цивилизации. Также для наглядности показаны эти находки в различных частях света и различные временные периоды. То есть традиция не угасла, а передавалась из поколения в поколение. Так что наличие на небесах Земли 2 лун в прошлом подтверждается повсеместно. Кроме всего прочего, сохранилось огромное количество карт, которые были перерисованы с еще более древних источников, и которые дают нам представление, как выглядела Даария в прошлом и где конкретно она находилась. Вашему вниманию представляются различные карты из прошлого, которые, конечно, много раз перерисовывались, но они позволяют нам представить, где находился этот континент и как он выглядел. Современные технологии позволяют нам совместить карты из прошлого с современными, благодаря сервису Google Земля. Очень интересные совпадения. Также современные карты и программа Google Земля помогут нам увидеть предположительные места падения больших осколков Луны Лели, что и привело к затоплению Даари, и сохранившиеся руины города из Даари. Примерные точки мной отмечены. Конечно, это все требует проверки, но сам факт. Образование на дне очень подозрительно напоминает очертания городов и место падения какого-то большого тела, от чего образовался огромный шрам на теле матери Земли. Однако не все наши предки погибли вместе с Даарией. Люди были предупреждены великим жрецом Спасом о предстоящей катастрофе и заблаговременно начали переселяться на Евразийский континент. Переселение наших предков. В течение 15 лет люди перемещались по каменному перешейку между Восточным и Западными морями на юг. Это известно сейчас под названием Каменный пояс, Репейские или Уральские горы. В 1111 году до нашей эры примерно переселение завершилось. Перед вами представляется карта расселения наших предков по миру. После Великого потопа наши предки заселили большой остров в Восточном море, называемый Буян. Ныне это территория Сибири. Отсюда началось расселение наших предков по всем сторонам света. Благодатный край Асии – это территория современной Западной и Восточной Сибири, от Репейских гор, Урал, до Харийского моря, озера Байкал. Раньше эта территория называлась Белоречье, потом Пятиречье, потом уже Семиречье. Название Белоречья произошло от названия реки Ирий, он же Ирий-Кишащий, он же Иртыш, которую считали белой, чистой, священной рекой, и вдоль которой впервые поселились наши предки. После отступления Западного и Восточного морей, роды наших предков заселили земли, бывшие ранее морским дном.
Пятиречье – это территория, омываемая реками Иртыш, Обь, Енисей, Ангара и Лена. Позже, когда произошло потепление, после первого великого похолодания и отступил ледник, роды наших предков расселились также по рекам Ишим и Тобол. С тех пор Пятиречье превратилось в Семиречье. Столицей наших предков в это время стал город Асгард-Ирийский. Ас – это бог, Гард – это город, то есть город богов, живущих на земле, который был основан в лето 5028 от великого переселения из Даари в Рассению, в праздник 3 лун, месяца Талит, 9-го дня 102 года круга лета, числа бога древнего календаря. По современному это 6178 лет назад. Этот день считается днем основания священного града богов, наследия рек Ирий и Омь. Изначально Древний Град был духовным центром первичной веры славян и ариев. Из Урал-камня был построен храм, имел высоту от основания до вершины в 1000 аршин. Получалась Алатырь-гора, высота 711,2 метра по современным измерениям. Храм представлял собой громадное пирамидальное сооружение из 4 храмов, которые располагались один над другим. Небесное капище имело внешние стены в форме 9-конечной звезды Инглии. Первое, что бросается в глаза в Омске, почти все улицы в центре города ориентированы по частям света, причем очень точно. Точно на север через весь город идет улица Тарская в честь богини Тары. Полярная звезда у славян и ариев называлась Тара. Культ богини Иштар или Астарты или Астары еще несколько тысяч лет назад был широко распространен на всей территории империи. Империя – это сокращение от имени Перуна. Астара – это богиня земли и плодородия. Вашему вниманию представляется изображение из Ближнего Востока. Культ богини Астарты, Иштарты. Первые символы 3 тысячелетий до нашей эры фактически найденные. В дальнейшем была создана империя именем Перуна, которая объединила весь земной шар. Империя, над которой не заходило солнце. Покровителями ее считались боги Тарх и Тара. Отсюда и название империи Тартария, которая просуществовала вплоть до 19 века. Правом управления в этой империи обладали ярлы от яра-лик, то есть представитель солнца на земле, которым выдавался символ власти ярлык, на котором опять мы видим этот символ 2 лун. Вашему вниманию представляется один из ярлыков. Сразу вопрос к историкам. В Скандинавии правили ярлы, когда же их захватили монголы? Кстати, на всеосветной азбуке Мо и Гол – это 2 буквы, и вместе они означают «великий». Асгард-Ирийский был разрушен в 1530 году нашей эры джунгарами, выходцами из северных провинций Аримии, современного Китая. На месте Асгарда-Ирийского в Беловодье через 186 лет, в 1716 году, вновь был построен город, получивший название Омск, то есть скит на Оми. Так на месте внутреннего круга бывшей пирамиды был построен новый храм, собор Успения Пресвятой Богородицы. Строительство завершено в конце 19 века. Перед вами схема примерного расположения храмов прошлого в центре города Омск. Как раз сегодняшний собор построен только на малом внутреннем круге, зал храма. И то он получился одним из вторым по величине в России, говорят. Информация мной не подтверждена, не знаю. Так поступают очень часто по всему миру, когда на месте старого священного места строят храмовые комплексы новые религии. И следов от старого нет, и место выбирать не надо, оно уже определено и несет определенный положительный заряд. Так как храма уже не существует, мы можем примерно наложить на центр Омска другие храмы, созданные славяно-ариями в масштабе. Чтобы хоть примерно представлять, как он мог располагаться и выглядеть.
Все это можно было бы принять за красивую легенду, если бы не одно «но». Сегодня эксперты городской истории рассказывают о существовании в старой части Омска целой сети подземных ходов, большинство из которых связаны между собой. Так, при прокладке теплотрассы в районе Старой Омской крепости, где ныне павильон Флора, был обнаружен древний некрополь, подземный город, по возрасту старше египетских пирамид. Он описан Солохиным в книге «Где несет воды древней Ири». При сносе старой ТЭЦ в том же районе обнаружена сеть подземных ходов, более древних, чем некрополь. Об этом был сюжет тоже на ТВ-6 Москва. Обнаружить след богов или древних цивилизаций в Сибири не так-то и сложно. Археологические находки ровным слоем покрывают сибирскую землю. К ним можно отнести сибирскую календарную систему и прописьменность, всесветную грамоту, а также огромное количество символов в различных культурах и временных эпохах. Плюс мы с вами во всех наших исследованиях постоянно приходим к сибирским истокам. А присутствие практически всех религиозных ветвей и этносов свидетельствует о наличии множественной и длительной истории в прошлом, еще не изученных наукой. Можно ли считать всю представленную информацию верной на 100%? Пока нет, но ее можно считать на 100% достоверной, то есть достойной проверки. Дело только за малым – направить интересы людей, ищущих в нужное русло, чтобы наконец-то вернуть себе утраченное прошлое, так как тот, кто не помнит прошлого, не имеет будущего. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, кнопочку «Еще» нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.